Привет-привет! А я сегодня в зарослях хой. И смотрите, что я здесь нашла. Вот такой букет. Представляете, какая красота. Это моя хоя уже достаточно взрослая. Пубикаликс. Вот она вот такая большая, видите? Уже большой, огромный куст. Много раз я ее черенковала, но она все равно вот такая умница. С удовольствием растет, с удовольствием дарит цветочки. Сейчас вам покажу поближе и покажу еще, кто у меня цветет на сегодняшний день. Ну посмотрите, какая прелесть. Я уже успела похвастаться этим цветением на Фейсбуке. Знаете почему я так рада? Потому что у меня уже несколько лет эта хоя не цвела. Она стояла чуть ниже, вот на полу. Туда солнечные лучи не попадали. И хоя, если не получает солнечный свет или подсветку, вообще какой-либо свет, она цвести отказывается. И вот, наконец-то, я увидела эти аппетитные ароматные корзиночки. Вчера вечером я, кстати, не могла понять, откуда исходит такой приятный аромат. А это Пубикаликс. Ну, у меня она вроде как Splash. Silver Splash, вроде как. Так называется. Но сейчас есть прям с полной заливкой листики у этого сорта. Так что, кто желает, могу поделиться. Смотрите, какая красота. Пишите в Facebook Аня Ярощук в личные сообщения. Я с вами поделюсь черенком таким богатым. Она может лучше цвести. Вот вторая корзинка. Она может их много нарастить. Они вот такие вот яркие, вишневые. Мне очень нравится. Это только первый день цветения. Так, кто у меня еще цветет? У меня доцветает Матильда. Матильда уже все. Она была вся в цветении, вся была красивая. Я вам показывала. Ребекка мне понравилась. Да, Ребекка, как цветет. Здесь у меня уже срезанные несколько череночков, девчонкам предложила, потому что устоять невозможно. Вот тоже еще новое цветение будет через пару дней. Она мне нравится. У нее цветочки, как у лакунозы. Кстати, лакуноза моя уже тоже цвела. Но она сильно ароматит. Ребекка ароматит не так ярко. Ее не так слышно, как лакунозу. Смотрите, какой листик розовый новый. Обалдеть. И вот такая вот корзиночка. Сегодня прям для любителей хой мой рассказ. Сигилатис у меня так и не цветет. Я еще не видела его цветения, но я так поняла, что он не ароматный. У меня самый обычный, есть еще Ах-01. 001, по-моему, так называется. Очень мне нравится листва вот этой хои прекрасной. Триколор, Вайетти Триколор. Она у меня прям начала хорошо расти. Здесь у меня просто цветоносы хлорофитума хотят попасть в кадр. Но вот Вайетти Триколор мне очень нравится. За ее плотный удлиненный листик с розовым таким, смотрите, когда лист новый, он имеет розовый окрас такой. Ой, прям пинк-пинк. И сама веточка тоже розовая. Класс. А, кстати, лакуноза долго ждать не заставит себя. Вот у нее продолжают расти бутончики. Это та еще подружка. Так, здесь у меня периодически цветет на подвесе моя Хишкелиана вариегата. Разрастается. Девчонки просят периодически. Немножечко делюсь черенками. Девочки, если плохо укореняется, в тепличку, пакетик сверху. В общем, дайте ей больше влаги, начнет охотнее укореняться. Кто здесь у меня еще цветет? Помимо орхидей, покажу вам так, одним кадром, быстренько. Тут вообще, видите, буйство красок у орхидей. У меня здесь еще радовать начала, наконец-то, хоя. Как она? Кранхиниана. Меня поправляли в комментариях. Но мне кажется, что Кранхиниана. Black Leaves.
В общем, знаете, проще можно назвать ее лакуноза Black Leaves. У нее очень похожи и цветы, и листики похожи на лакунозы. Вот один цветонос, и вот формирует второй. Представьте себе, 2 года она у меня не хотела абсолютно ни цвести, ни расти. Я очень переживала за нее, потому что она совершенно у меня не желала расти. Сейчас она вот в такой посадке, в горшочке с автополивом. И мне кажется, ей нравится, честно вам скажу. Когда был случай с потерей полной корней и тургора, я срезала большинство черенков именно с этого куста. Я их поукореняла, раздала. И вот когда стало меньше веточек, часть корней все-таки осталась жива, и она все-таки пошла в рост. Вот так она цветет, слегка ароматит, не так, как лакуноза, ярко. Ну, очень, вот у меня получается 3 на сегодняшний день хои: лакуноза, кранхиниана, или кранхиана, как правильно, и Ребекка. У них похожее цветение, строение цветочка похожее. Такая прелесть. Вот жду второй цветонос. Это вот у нее прям впервые такое нарядное цветение. Ни разу я не видела цветения у этой красивой хои, куртиси. Она мне тоже нравится. И, ребята, вот для начинающих куртиси самое-самое, мне кажется, не вредное, неприхотливое. Чуть подальше от окна, ну, чтобы попадал солнечный свет. Она у меня тут висит где-то в метре от окна. И следить за поливом. Возможно, вот на фитильный полив. И она очень быстро, вот представьте, у меня была маленькая веточка 2 года назад. Вот за 2 года, учитывая то, что я ее много раз резала и продолжаю делиться и резать черенки, она вот так кустится. Так, пойдемте сейчас посмотрим еще парочку хоечек, которые у меня сейчас цветут. Я продолжаю бродить в поисках цветущих хой по своим полочкам и подоконникам. Ну вот у меня здесь, по-моему, только собирается цвести хоя фувоенсис. Но пока еще бутоны не открывает. Один зонтик и второй зонтик. Второй вот только формируется. В общем, посмотрим, что это будет. Посмотрите, кто здесь красивый такой, кто здесь такой интересный. Недавно нашла ее в состоянии пересохшем. И вот второй цветонос все-таки, ребята, скинул все цветение, потому что я вовремя не полила. Как вы знаете, горшок здесь у меня керамический. И все закончилось тем, что упали цветочки. И только этот цветонос сейчас открывается потихоньку и набирает цветение. Я исправлюсь и буду следить за поливом, особенно в период цветения хой. Сейчас пока аромат не слышен. К вечеру это совершенно будет по-другому. Аромат усилится и будет тут стоять вкусный, приятный аромат от этой хои. Не знаю, мне кажется, что в этом году какие-то у нее странные цветочки, на краешках кремовый окрас. Но я буду ждать, чтобы она набрала больше формы, больше объема. И, возможно, цвет тоже изменится. Но, в принципе, вот такой цветочек у хои эллиптика. Симпатичный. На фоне листьев, ее очень красивых листьев. У них такая эллиптическая форма, прорисовка. Ну, мне нравится. Она необычная, необычная. Вот хоя эллиптика это must have, мне кажется, каждого любителя хой. Не совсем простая, но видите, у меня какая проблема. Кто-то заливает, а я пересушиваю, потому что у меня изначально посажена она в керамическую посуду. Ну, посмотрим, посмотрим.
Укореняется она тоже, в принципе, нужно время, но нужны условия, поэтому создайте при укоренении ей условия, как для любой хвои. Есть хвои, которые быстро, вот пубикаликс, например, вот у меня есть росточек, вот он, для желающих. Я просто воткнула его в грунт, это торфосмесь, торф классный. И вот смотрите, как быстро он буквально за 10 дней, даже меньше, оброс корнями, без всяких теплиц. Ну вот для таких вот красавиц, для таких нужна тепличка. Можно было просто сверху накинуть прозрачный целлофановый пакетик. Либо сделать вот такое подобие теплички, либо вот такое. И там будет влажность, и хуечки быстрее пойдут обрастать корнями. То здесь у меня без подсветки с утра. Это мною специально сделано, потому что пересвет сильный. Сейчас посмотрим, кто здесь цветет. А цветет здесь вот эта красота. Я вам уже, по-моему, показывала эту красоту. Ой, боже, она мне напоминает какие-то, знаете, неимоверные украшения. Просто вот, не знаю, ювелирное изделие. Понимаете, ну вот я не знаю, такая невероятная. Этот цветонос только вчера открыл бутончики, а вот этот, я вам его уже показывала пару дней назад, но он продолжает цвести. Продолжает, но он уже более зрелый. Ароматит по вечерам, ну эти шарики. Я не сказала название, но вы все ее узнали, Калистофила калимантан. Вот такая интересная. И рядом с ней, посмотрите, кто открыл свои бутоны. Моя ондулата. В очередной раз меня радует. В очередной раз. Ой-ой-ой. Гунин-гадинг уже просто... Так, подождите. Оп. Отцепила я его ус. Смотрите, какая прелесть, да? Она цветет буквально пару дней. Поэтому надо успеть это запечатлеть и полюбоваться. Вот так это выглядит, корзинка. Это третье цветение у нее. За ее вот 2 года неполных. Ой, не 2 года. Вы знаете, 1,5 года, даже меньше. Я ее купила на свой день рождения в 24 году. Этот череночек с 2 листиками. И вот получается сейчас уже июль. Ну посчитайте, 1 год и 2 месяца она мне выдала ус. Вырастила тут много капусты. И вот третье цветение за 1,5 года. Видите, как интересно. Очень она мне нравится. Интересная. Интересная. Загорелая. Нужны процедуры. Нужно покупаться. На нее здесь нападало сверху цветение. Ну, посмотрите, какая это прелесть. Вообще, я каждое цветение должна заснять на видео, потому что мне это очень нравится. Я с девочками делюсь и фотографиями, и видео. Я понимаю, что у кого зацветет ондулата, тот тоже приходит в полный восторг. Это что-то совершенно другое. Это совершенно что-то другое. Не так, как остальные хвои. Каждая хвоя по-своему цветет. И интересно, но ондулата вообще по-особенному цветет. Аромат у нее вечерний, как и у всех хвой. Не знаю, вы знаете хвои, которые пахнут в течение дня, то есть светлое время суток. У меня бывает лакуноза, девочки, пахнет с утра. Это как, знаете, по инерции с вечера распахлась, и, скорее всего, она уже не пахнет, а просто аромат в комнате остается даже до утра. Вот за лакунозой замечено. Остальные молчат. В общем, вот такая красавица у меня есть. Супер. Но я же жду, когда она где-то начнет свой рост. Но пока никак, девочки, никак. Не хочет. Так. И корней-то особо не вижу. Ну, где-то же они есть. Вот здесь чуть-чуть, но они как подпорченные, мне кажется. Я ее пересадила, но она пока не освоила.
Я перевалкой пересаживала. Она пока горшочек не освоила. Надо будет ее немножко подлить, потому что я чувствую, что она уже подсохла. Ну, красивая. Надо обязательно полить, потому что чтобы не случилось так, как случилось с эллиптикой. Ну, раз уже открыла цветочки, значит, все нормально. Такая вот прелесть. Так, сейчас посмотрим, кто там еще цветет. Нету больше никого. Ну, готовится к цветению Каудата Голд. Эти новые листики растет, все как по заказу. Уст туда уже ушел, в коридор. Так, кто здесь еще, кто здесь еще? Сейчас верну на полочку Каудата. Ой, это ундулату. Ундулата Каудата. У них у всех интересные названия такие. Так, все, надо тебя организовывать. Все, ты уже подрос. Это я Усику вот этому говорю, который Борнео Гунингадинг. Ребята, классная хоя, Борнео Гунингадинг. Череночки тоже делилась с девчонками. Вот тут целую ветку почеренковала. Кто захочет, могу еще поделиться. Потому что очень достойная хоя с красивым листиком, который умеет красиво загорать, уходит прям в шоколадочку. Классная. Так, а кто цветет еще? Ну, конечно же, моя любовь. Это моя красивая хоя обавата вариегата. Вот она. Вот она красивая какая. Замечательная. Я очень рада, что она у меня есть. Это сказочная хоя. Посмотрите, какая благодарная. Цветет. Но много цветоносов. Ой, лист такой, смотрите, новый. Прям еще такой. Ну, он уже вызрел. Но я его не видела. Смотрите, сколько вариегатности. Да у нее вообще на каждом листике можно считывать вариегатность. Это, как знаете, как ноты музыкального произведения. Это просто невероятно, насколько она красивая. Еще и цветет, но цветение у нее спрятано и больше в обратную сторону от солнышка. Смотрите как. Вот корзинки. Боже, какая красота. Не знаю, девочки, я просто получаю массу удовольствия от цветения большинства хой. Те хои, которые очень часто цветут, они уже так не привлекают. Это, мне кажется, лакунозы. Ой, здесь вот, смотрите, прям сильно. Я уже не буду тут сильно хозяйничать. Я нечаянно могу оборвать. Уже доцветет. Пошли часть бутонов туда, часть сюда. Корзиночка немножечко получилась неполноценная. Ну, вообще, так здорово. Так здорово, так здорово. Мне очень нравится. Такой красивый малиновый цвет. Нектарчик уже капает. Смотрите, как хорошо. Тоже стараюсь с поливом не опаздывать, потому что уже я вам рассказывала, был случай у меня с ней, именно с ней, недавний, свежий случай. Уже были здесь бутоны не раскрытые на всех этих цветоносах. И я ее не полила вовремя. И нашла ее в состоянии, когда листики просто превратились в тряпочки. Они были безжизненные, обезвоженные. Потеряли тургор. И вот именно эта хоя показала себя со стороны лучшей. Она умеет восстанавливаться. После одного полива она вот сразу, вот я ее пролила, так немного, так чтобы она сразу начала пить. То есть корни не пропали. Она напилась, начал постепенно возвращаться тургор листика. Я прям стояла возле нее и пробовала каждый лист. Я переживала, я очень переживала. Потом я еще воды добавила, вот так несколько раз, и на утро я нашла ее уже в прекрасном самочувствии. То есть она восстановила по руслу своему, она передала влагу каждому листику. И я боялась, что не состоится цветение, так как я ее пересушила, но нет.
Сейчас она у меня полита, напоена. Думаю, что может быть через пару месяцев, через полгода я, возможно, ее буду к следующему сезону буду ее пересаживать. Ее варигатность и сплэш ее очень красивый. Мне нравится дотрагиваться до ее листьев. Мне нравится смотреть на ее листья. Мне нравится, когда она цветет. Вот взрослое растение, это, конечно, вау. Найдите обязательно место для этой замечательной хвои. Она не так сложна в уходе, как кажется. И какой лист. Посмотрите, какой лист. Вот она у меня стоит притененная. Я думаю, она была бы еще ярче, если бы меньше попадало света. Она, возможно, вот эта зелень была бы не такая светлая, была бы более яркая. Ну, возможно, было бы меньше света. Так она у меня из-за большого количества освещения, она у меня так побледнее, чем, думаю, тех, у кого она стоит в тенечке. В общем, вот такие дела, друзья. На этой оптимистической ноте, на этой красивой ноте я хочу закончить свой рассказ про цветущие хвои, которые на сегодня у меня цветут. И я хочу вам сказать, что ждите, и обязательно ваши хвои тоже вас порадуют. Не только листья красивые у хвой, но еще и цветение великолепное. А вечером ваша комната наполнится прекрасным, вкусным ароматом. Хотя не все хвои вкусно ароматят. Мне, например, не нравятся некоторые виды хвой, которые очень ярко, сладко ароматят. Но это можно исправить, если вы их где-то на время цветения вынесете в нежилое помещение. Уберите цветущую, сильно ароматящую хвою из своей спальни, для того, чтобы ваш сон был спокоен и не было удушливости в воздухе, чтобы вы спокойно вдыхали свежий воздух. Открывайте окна, убирайте сильно ароматящие хвои. Вы уже знаете, у кого есть хвои, какая из них сильно ароматит, какая не очень. И очень часто бывает, что если в какую-то дальнюю комнату ароматную хвою определить на время цветения, аромат, уже достигая другие комнаты, не такой концентрированный, но приятный. Так что это такой диффузор для вашего дома. Живой, настоящий, всегда вас радующий диффузор. Кто-то просто берет и обрывает цветение, кто-то обрывает, даже обрезает цветоносы. Потому что цветоносы у хвой не обрезают. Вот эта палочка, это цветонос. Этот цветонос рабочий. Он может из раза в раз с интервалом в теплое время года, с интервалом 2-3 месяца заново процветать. То есть хвоя отцветает, какое-то время отдыхает, потом процветает. Все, всех обнимаю, всем мира и добра.